Привет, друзья! Вы на канале Тиммейты, и с вами Маша. Дома. И мы сегодня продолжим смотреть то, что нам очень нравится, вам очень нравится, нам всем все очень нравится. Мы сегодня продолжаем смотреть серию расследований о... Stray Kids. Stray Kids. Хан. Мы смотрим Сегодня... Хана. Да, сегодня мы смотрим про Хана. В общем, давайте хихикать вместе. Начнем сразу. Без всяких вступлений. Погнали. One for free, многоуважаемые кей-попессы. Вот ты сидишь там, минсунишься, пока никто не видит, и, наверное, уже забыла, что расследуем мы дело запутанное и очень неоднозначное. Хёнджин, салфетки, Линоу, Банчан. Как оказалось, это не просто набор звуков и тряпичных изделий, но важнейшие улики и ниточки, ведущие к очень таинственному персонажу Хан Джи Сон. И сегодня мы узнаем вообще все, что он скрывает. Кстати, если хочешь увидеть полную картину мира, посмотри предыдущее видео. Что Хан прячет за щечками, почему он спит в холодильнике и стоит ли за всеми бедами Хёнджина именно Джи Сон, узнаете только в этом видео. Вся правда о Хане здесь и сейчас. Поехали! Волею судеб мне пришлось заново присмотреться к Линоу, а конкретнее к его взаимодействиям с другими мемберами, и внезапно выяснилось, что борзый он со всеми, кроме непримечательного бельчонка. Сначала я предположил, что Минхо такой сумасшедший просто потому, что парнишка белку словил. Так и знал, что нельзя с Айеном выпивать садиться, там пока бутылку не выпьешь, из-за стола не выйдешь. Но даже если так, это все равно не объясняет таинственное влияние мистического грибочка. Так вот, выяснив, что Хан единственный, кому бесполезно угрожать нанесением тяжких телесных, Коала пришел к разумному выводу: Джи Сон бессмертный. А продолжая дедуктивную цепочку, бессмертными у нас являются вампиры. И слава богу, при стажировке на факультете альтернативно одаренных расследователей я изучал хрестоматийный материал по вампирам. Вот он. Пробежимся по списку. Слава богу! Слава богу! Слава богу, мы тоже его изучали. Мгм. Сразу видно, что видосы старые, потому что мы знаем, кто еще вампир теперь. Мгм. У нас есть доказательства. И тоже есть учебник. Все ли сходится? Во-первых, вампиры сосут кровь. А по моим данным, этот поганец немало крови выпил на преддебюте. Помните, бегал, все рассказывал, какой он самый лучший рэпер во всем мире. Хан, давай между нами. То, что ты рэпер, это твое личное дело. Ну ты б хоть скрывал этот позорный факт своей биографии. Ну тебе ж не 13. Ну какой к черту реп? Каждый адекватный мужчина знает, что факт своего реперства в юности порочит честь и достоинство фамилии. Именно поэтому 6 участников не повелись на этот троллинг. Но мозг-то есть почти у каждого. Почти. Естественно, этот оболтус от зависти чуть не захлебнулся, благо салфетки рядом были. Поэтому конфликт зародился очень и очень давно. Вот вам и мотив. Женская зависть против рэперской тупости. Такое надо было гасить еще в зародыше, но момент упущен, а рэперы народ злопамятный. Вот план мести и зрел, пока не настиг моего блаженного. Почти все сходится. Хан все устроил, причины были. Осталось доказать вампирское происхождение такого хладнокровия. И попрошу заметить, все это под носом оборотня Банчана, который ничего не смог с этим сделать. Кстати, о нем. Говорят, как-то я мягко прошелся по Банчану, прикипел, проникся к ребятам теплотой и любовью. Ну ловите тогда вдогоночку, что там, тема задницы его не раскрыта, да с ним в общаге еще 7 дровосеков живут, там ему жопу так раскрыли, что шире уже некуда. За валидолом вас всех отправил, а надо было за черникой форта, чтобы вы смогли к хлебальнику его стрёмному приглядеться. Ну что, не передознули? Надо что-то говорить. М. Мне плохо. Это когда хотел чуть-чуть перчинки добавить, но перечница раскрутилась. И высыпалось все. Нормально, думаю, меня кота родят. Да, хорошо. Ага. Все, теперь достаточно, я надеюсь, теперь всем достаточно, и мы больше не будем провоцировать нашего любимого коалу, чтобы больше такого не испытывать.
Она держится, она не плачет, все нормально. Смотрим дальше. Мягковато я по нему прошелся. Ага, я с тобой еще не закончил, если что. Но вернемся к Хану. Итак, как распознать вампира? Череп хладного демона. Хладный. Ну тут все очевидно. Живя рядом с таким солнышком, температура непроизвольно начинает подниматься. Отсюда и потребность в личном холодильнике. Вы думаете, он там воду держит, наивные? Спит он там, Яндекс Фридж Комфорт Плюс, а дуракам лапшу на уши вешает, как за водой неудобно 2 лишних метра пройти. А вы думаете, он догадался 2-метровый аппарат купить? Этот жмотяра сэкономил и спит вот в этой коробке, как в гостиницах. Вот у него шея затекает постоянно. Да и ноги тоже, пока все сходится. Скорость. Пыхтит там что-то, спидометр вон виднеется, допустим, тоже сходится. Ты избегаешь солнца. Вот тут я действительно кое-что нарыл. Очередная... Хорош. Как он хорош. Охуительная история про то, как Хан набухался и уснул в лифте. Якобы случайно. Ага, а вы и поверили. Я подключил дедукцию. Выпивать одному не вариант. Значит, с ним был кто-то еще. Stray Kids и выпивка. Кто окажется при деле? Конечно же, Чонин. А тот, если пьет, то пьет до конца. Ну, по глазкам видно. А значит, бухали они до самого рассвета. Не поняли? Хан уже мчался в свой укромный склеп в виде холодильника, пока солнце всходило. Но вот это чувырло все шторы снимала без его ведома. Солнечный свет оказался везде, и Джисон нашел единственное помещение, где нет солнца, а именно лифт. Там и решил вздремнуть. Очередное подтверждение того, что он вампир. Я до сих пор не понимаю, почему вы мне на слово не верите всегда. Ну это ж очевидно. Я вам больше скажу. Поговаривают, что он жил и учился в Малайзии, но что-то я его в Куала-Лумпуре днем не видел. Вы в Телеграме его не встречали? Загляните, может быть, ночью объявится. Так, что там дальше? Апатамкин. Ну, допустим, Апатамкин. Я не знаю, давайте попробуем. Дамы и господа, перед вами Апатамкин. Диссонанса не вызывает? Ну, значит, Апатамкин. В общем... Которая возмущена. Чимхан, мембер под номером 4. Они в другом порядке разложены. Ой, вот сантехника забыли спросить. Сиди там в трубах, ковыряйся, трубочист. Так вот, Хана этого вашего может спасти только грамотный адвокат, но мы ему право на телефонный звонок не дадим, чтобы не отвертелся. А где мой телефон? Какой ж ты говнюк ушлый. Ладно, тогда будем добывать доказательства своими методами, и для этого нацепим прослушку на нашего верного союзника Минхо в попытке раздобыть неопровержимые улики. Я самый опасный хищник в мире. Все, что есть во мне, привлекает тебя. Мой голос, мое лицо, даже мой запах. Я бы и без этого обошелся. От меня не убежать! Меня не победить! Я создан убивать. И пусть. И я убивал людей. Это по идее наоборот. Это не важно. Чистосердечное признание.
Ой. А почему Чан бревно? Потому что все в разном порядке разложены. В убийстве все-таки зря вот это чмо не ему дорогу перешел. Ладно, но ни слова о Хёнджине. Где-то я ошибся. Да и разве это кожа убийцы, Белла? А что если отойти от вампирской теории? Кто еще подходит на эту роль? Конечно же, Кощей. Да не этот, а бессмертный. Тощий, кожа до кости, а щеками пытается правду замаскировать. Тем более игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, и все это он в рот запихал в один присест, потому что жук бедных стрейкидзов не кормит совсем. Получается, иглу за щечками прячет. Наркоман, что ли? Да не, все-таки вампирская теория более рабочая, хотя и более страшная. Не такая страшная, конечно, как хлебальник этого контуженного, но тем не менее. Но что-то все рассыпается. Не особо Хан и думает о Хёнджине, да и методы у вампиров поизящнее. Что еще за салфетки? Ну а мотив абсолютно слабый. Тоже мне конфликт. Рэпуй лучше, танцуй лучше. Ты вообще иди в жопу. В общем, старые обиды уж слишком притянуты за щеку. Поступим так. Пишите в комментариях, виновен ли во всем Хан, или же у вас есть более головоломчатые теории. Кого подозреваем? Каков мотив? Мне важны любые показания свидетелей, и лайк под видео поставь в качестве подтверждения, что ты ознакомилась со всеми уликами в полной мере. Одно могу сказать точно, если Хан орудует в тени, но не по своей воле, значит есть кто-то, кто замыслил все это в тени самой тени. Кого может бояться бессмертный Джисон? Заклятые враги вампиров — это оборотни, но Вульфчан лох цветочный, это во-первых, а во-вторых, всего лишь из семейства псовых, а значит не страшнее милого песика, который всегда рядом с Джисоном. Какая милота, ну вы посмотрите только, какое очарование. Приглядитесь в эти глазки. Секундочку. Теперь я боюсь. Я не тебя боюсь. Я боюсь тебя потерять, что ты вдруг исчезнешь. Господи, они там все минсонятся, да сколько можно? Я встану и уйду, и больше не буду это смотреть. А я останусь и буду. Пожалуйста. Это без меня. Это все, конечно, хихоньки. Но так нельзя. Перец высыпался весь. Это, too much, да? Меня в следующем видео не будет. Я серьезно. Я серьезно. Без меня. Я умываю руки. Все. Все. Пока. Подписывайтесь.